Химки. Осень 2024 года. В подъезд многоэтажки заходит мужчина. Его зовут Роман. Он заносит газовые баллоны. 2, 4, 10, а потом еще. В это же время в Москве, в 10 километрах от Химок, жители престижного ЖК наслаждаются теплым осенним днем. До момента, когда их жизнь изменит человек с баллонами, остается несколько часов. Вначале решат, что произошедшее несчастный случай, но потом окажется, что все это безумный план одного человека. И так случилось, что соседом Романа оказался Денис. История, которая произошла с ним, меня поразила, можно сказать, дважды. Настолько невероятными были события. Ого! Мама! Вечер, 29 сентября, воскресенье. Денис возвращается домой. Парень работает айтишником и снимает квартиру как раз в этом ЖК Селигер-Сити. Денису 25 лет, и жизнь его удалась. И работа, и дом, и друзья, и выходной день прошел просто отлично. Так, ну давай вернемся в этот день. Это было утро, день, вечер, ночь, когда все начало происходить. Это была ночь, глубокая ночь, с воскресенья на понедельник, 3 часа ночи. Я отдохнул на выходных, я съездил там в аквапарк, так вот провел очень. С пользой для здоровья, так скажем. Лег пораньше, специально даже в этот день. Я много работал, я усердно хотел выспаться, лег пораньше. В 3 часа просто раздается взрыв, очень-очень сильный взрыв. Я просто вскакиваю, моментально вскрикиваю. Просто. И, бегом в дверь, естественно, на выход. Прям как было, даже не думая ни о чем. Открываю дверь, там уже все, передо мной огонь, все в огне. Пожарная сигнализация работала в этот момент? Нет, я не слышал. Я не слышал ничего. Так, в общем-то, дверь квартиры, в которой я жил, вот дверь Романа. В общем-то, моя дверь открывалась вовнутрь. Я когда все случилось, побежал сюда, дверь открываю. Тут места немного, и уже тут все. Тут огонь, я дверь сразу закрыл, побежал на кухню. В комнате окна такие, они так нараспашку-то не открывались. На кухне можно было открыть, они такие большие окна, широкие, с рамами такими. Я открыл уже, и получается, высунулся туда на улицу, чтобы дышать, себе нос закрыл. Я даже не успел там какую-то тряпочку себе мокрую подготовить, вообще ничего. То есть я сразу из двери просто на кухню в окно, потому что уже задыхался сразу. Это все настолько просто быстро. Распространилось такой агрессивный дым. Я не понимаю, естественно, что происходит вообще. Даже не думаю. Но мыслей на самом деле никаких просто. Взрыв произошел, все, огонь, дым. Высунулся, начал дышать. Туда прям залез на окно и максимально отодвинулся туда в бок. От всего этого сидел. И, в общем-то, я ждал пожарных. Это единственная моя мысль, о чем я думал, что сейчас пожарные приедут и меня снимут отсюда. А какой этаж? Это 5-й этаж был. Вот это Денис. Он сидит на подоконнике. Эпицентр пожара через одно окно. Справа от Дениса в окнах люди тоже пытаются спастись. Но где же пожарные? Они вроде бы рядом. Приехало не меньше 5 машин. Но по классике жанра они не могут попасть к дому. И скоро Денису придется принять самое важное решение в своей жизни. Так, сидишь. Да, это ждал, пока меня снимут.
За это время еще, по-моему, 2 взрыва произошло, получается, по левую сторону от меня, через, получается, вот мои окна, где я сижу, окно в моей комнате, и еще следующее, и оттуда вот такие языки пламени просто огромнейшие, не просто огонь, да, из окна, а вот прям языками. Взрывы просто не прекращаются, они вот идут и идут, просто взрывается все по нескольку раз. Взрывы были такие мощные, и из окна что-то стремительно вылетало, очень далеко. Вот оно, долетело до детской площадки. Только потом станет понятно, что это газовые баллоны. Такой взрыв был мощный, что вот оттуда просто вылетело окно сюда. Это жесть. Это жесть. Кто живет в квартире, из окна которой вылетали баллоны, Денис на тот момент точно не знал. И, конечно, не предполагал, что всю его жизнь изменит этот человек за стенкой. Видел ли ты когда-нибудь соседей, а именно владельца вот той самой квартиры, где все и случилось? Нет, я его не видел, но я как бы знал, ну, что он делает ремонт. Да, это было первое время, где-то до лета, да, он делал ремонт, постоянно сверлил, там вот такое как бы тоже раздражало меня. Но... Соседом Дениса был 38-летний Роман Карташов. Помимо квартиры в этом ЖК, у него была еще одна, в Химках. Та самая, куда он заносил баллоны незадолго до событий в ЖК Селигер-Сити. Ну, вроде бы что здесь такого, у человека идет ремонт. И такие баллоны часто используют для установки натяжных потолков. Но почему их так много? Точно больше 10. Консьержку это тоже удивило. А я хотела остановить, он никого не слушал и таскал. Как общался? Грозно, что? Со всеми, да, со всеми такой. Не ответил никого, не ваши дела, не вмешивайтесь, ну так ответил всем, и мне, и остальным жителям. Баллонов много было вчера? Где-то 10, и еще осталось в машине где-то 6 штук, ну, примерно. Соседи позвонили в полицию, но Роман быстренько закрыл квартиру и исчез. Все это было очень подозрительно. Еще и потому, что в последние месяцы Роман вообще вел себя очень странно. И началось это после семейной драмы. Что было известно об этом человеке? Мы поговорили с несколькими людьми, которые его знали, но они после случившегося просили не упоминать ни их рассказ. Поэтому будем опираться на те данные, которые были опубликованы в СМИ. Писали, что примерно 2 года назад от Романа ушла жена и забрала с собой 2 детей. Это 2 сына, они еще школьники. Почему она решила уйти, точно неизвестно. Но женщина потом признавалась журналистам, что у него были проблемы с психикой. До этих событий он не раз манипулировал тем, что сотворит с собой нечто ужасное. А после того, как жена с детьми ушла и он остался один, сделался нелюдим и вел себя неадекватно. Об этом говорили и соседи по дому в Химках. Она его в конце боялась, он неадекватно себя вел. Вот. Она поэтому с детьми от него убежала. Подала на развод, он устроил такое, вогнал ее в долги вообще по самое это. У нее там бедно чуть ли инсульт случился от всего, что случилось. Ходить вот это вот тело одна. Почему она его боялась? Ну, потому что он неадекват был. Насколько нам удалось узнать, работал Роман в банковской сфере и вроде бы зарабатывал неплохие деньги. А потом начались проблемы на работе. К этому прибавился алкоголь. И Роман начал вести себя очень агрессивно. Он умел хорошо зарабатывать, он никогда не ленился, все было нормально, он был семьянин нормальный, все могло быть хорошо, если бы он оставался нормальным человеком. Но он вот почему-то начал себя вести неадекватно и стал опасен для близких прежде всего. И она уже решила уйти. От здоровых не уходят. От тех, с кем можно общаться и жить в безопасности. Когда опасен стал, тогда и решила уйти. Тут уж не надо. Когда люди срываются с места и бегут, это не 1 раз, не 2. Они и в полицию обращались, и никто ничего не помогал им. Он с женой развелся, жил один, потом даже его с работы уволили. Но у него были проблемы.
С головой проблемы? Да, естественно. А это как-то проявлялось, что ли? Я не знаю, я его вообще не знаю. Ну, это уже и жена его говорила, и потом уже полиция это все выяснила. Полиция, да, подтверждали, что он настоял на учете, и, видно, его с работы, может, уволили. Он 10 баллонов занес, и вот мы все останавливали. Его потом разыскивая полиция, мы тут вообще шухер такой подняли. И он просто смылся и все, взял тележку и уехал. А он предупреждал жену. Предупреждал жену. Тут, видимо, речь о том, что Роман грозился сотворить нечто ужасное. Как только его жене сообщили о баллонах в Химках, у нее, конечно, сразу появились опасения, что все это не случайно. И она ими тут же поделилась с полицией. Этих вот угроз и вот этих вот там прощай было просто миллион. Когда он носил баллоны в Химки, да, его увидели соседи, полицию, и позвонили мне. Тоже тут же сразу стала набирать 112, то есть если я чем могу помочь, вот я, да, значит, мне позвонил участковый потом, мы выдохнули, да, что никто не пострадал, баллоны вынесли, и те, которые стояли там внизу, и 10, и те, которые 10 уже в квартире были. Из квартиры в Химках баллоны вывезли. Бывшая жена пыталась дозвониться до Романа, но он не отвечал. Он вышел на связь только поздним вечером. По словам журналистов, он прислал сообщение: «Я купил билет в один конец». Где же пожарные? Это просто, я не знаю уже сколько квартир вверх горит. Почти 3 часа утра, ЖК Селигер-Сити. Денис точно не помнит, сколько прошло времени с момента, как начался пожар. Для него вечность. А пожарных все нет. В реальности прошло где-то минут 5. Он сидит на подоконнике. Снизу ему что-то кричат люди. Я еще до этого я успел оглядеться по фасаду, может быть, куда-то перелезть, за что-то ухватиться, как-то в соседнее окно, к соседям перелезть. Там такой фасад, там без вариантов вообще. Я же не Человек-паук тоже ползать там по зданиям таким. И там взрывы, там на видео даже есть, что я сижу, и взрывы, я там вот от них, в меня там все это летит. В общем-то, и горячо очень становится сидеть, и происходит взрыв, по-моему, 3-й, и я чувствую, что становится еще больше дыма, и прям намного больше. Я так понимаю, в этот как раз-таки момент снесло стену между нами, между его квартирой и моей. Вот слышно, как звучит очередной взрыв. Денис пытается удержаться на подоконнике. Из его окна начинает валить плотный серый дым. Помимо дыма и огня, есть еще и взрывная волна. Позже, уже после пожара, увидят, что сила взрыва была такой, что с легкостью разрушила прочные стены. Смотрите, какой толщиной стена, да, и ее баллоном выбило легко, да, на раз-два. И пошло, прям моя квартира прям загорелась, вот как я понимаю, глядя на видео и на свои ощущения, что пошло больше дыма. Я чувствую, что я уже все, я задыхаюсь, вот просто, что я сейчас потеряю сознание, и все, я здесь останусь. А во дворе что происходит? Во дворе собрались люди, ребята там были. Сначала, когда все это началось, я помню, мне там кричали: «Пацан, не прыгай». Я сначала-то не планировал прыгать. Это первое время, так вот говорили, пока я вот начал только сидеть там. Вот, они стояли там как-то со мной, я что-то там кричал тоже, помогите, или там вызовите пожар, что-то не помню уже, что конкретно. Помогите, точно кричал. Они как бы стояли со мной, там вот, как-то меня поддержать пытались, хотели, вот, поддерживали. Я внимательно и несколько раз пересматриваю все эти видео, и вот что меня поражает. Конечно, сам пожар, вылетающие огненные снаряды, это само собой. Но что еще? А точнее, кто? Это люди.
Они не просто подбадривают Дениса, они реально пытаются ему помочь, придумывают решения, что делать. Вот люди бегут с одеялом, чтобы поймать Дениса, если он прыгнет. Вот кто-то крикнул, что нужен матрас, и сверху из окна кто-то сбрасывает матрас. Люди его хватают, бегут. К этому моменту под окном уже растянули одеяло, и туда же несут матрас. И при этом взрывы продолжаются, и сверху падают горящие предметы. Очевидно, что стоять там опасно, а пожарных все еще нет. И в других окнах люди тоже ждут помощи. Ты видел, видел, что они носили то ли матрас, то ли одеяло, что-то такое? Вот этого нет, вот этого я уже не видел, на самом деле. Я не видел, что несут матрас, я не видел, что там одеяло есть. Я думаю, что уже пошло отравление, наверное, и у меня такое, наверное, сознание. Либо я просто не видел их физически, не знаю. Ага, так, в общем, стена рухнула, огонь полыхает в твоей квартире, ты сидишь, ждешь пожарных, они не едут. Они не едут, да, я чувствую, что я задыхаюсь, начинаю терять сознание, что все, в общем-то, конец. Взрывы продолжались, и потом окажется, что вообще-то в эпицентре пожара было целых 20 баллонов. Но как владелец квартиры Роман Карташов смог их пронести в престижный охраняемый ЖК? Неужели это никого не насторожило? Красивый современный ЖК сразу понравился Денису. И главное, это удобно для работы. Денис родом из села в Тамбовской области. После школы в Тамбове он выучился на айтишника. Потом переехал в Москву, и тут все вроде бы сложилось. Денис мог позволить себе снять квартиру в приличном районе. Понравился ЖК в целом, цена нормальная была за такую квартиру, хорошая. Я работал много, утром просыпаешься на удаленке, весь день работаешь. Я специально себе выбирал квартиру, чтобы мне было комфортно, потому что я живу в квартире постоянно, и чтобы у меня все удобства были, чтобы мне было приятно находиться, уютно было. Все для этого делал, в общем-то. Я и в квартиру шторы покупал, старался свое пространство, так сказать, обустроить. Жители этого ЖК чувствовали себя в безопасности. Есть охрана, есть ворота, но никого не смутило, что через эти ворота незадолго до происшествия Роман заносил кучу баллонов. Ему помогал водитель, который привез этот заказ. Я особо с ним на разговоры не выходил. Мы когда носили с ним баллоны, я что-то спросил у него, говорю, не проще было куда-то заказать эти баллоны. Я где-то приехал к нему в 3 часа, наверное, как я говорил. Он меня встретил возле дома, и через калиточку заносили, через это. Там подъезда не было, я еще так удивился, думаю, далеко таскать. Мне 1000 рублей доплатил там. Плотненький такой, полненький, не знаю, как. Он сказал, что инфаркт там был. Что еще известно про Романа? Журналисты писали, что вести себя неадекватно он начал еще до развода. Вот цитата из статьи. После рождения детей у Романа начались проблемы с психикой. В частности, он мог поднять руку на жену и, кроме того, рассылал угрозы и супруге, и даже ее работодателю. В общем, было очевидно, что Карташову нужна помощь специалистов. И вроде бы на момент событий он официально состоял на учете в психдиспансере. О его проблемах с головой бывшая жена сама рассказала журналистам после случившегося, после пожара и после гибели Романа. 3 года назад я возила его в психиатрическую лечебницу в Химки через наряд полиции. И там не сделали ничего вообще. То есть, мы себя спасли, да, мы с детьми себя обезопасили, все, мы с ним. И слава богу, все на этом. Как только бывшая жена Романа узнала про баллоны, она тут же сообщила полиции второй адрес, где Роман может быть. И после этого она была уверена, что его ищут. Я в 18:20 написала участковому адрес второй квартиры. Потом, я пыталась тоже ему дозвониться, телефон был, он просто не брал телефон. 22:47 он появился в сети, в WhatsApp я увидела. Я опять пишу участковому, мне ни ответа, ни привета, вообще ничего нету. Я сделала, что могла. Почему дежурный не позвонил, не передал в Москву? Почему его не поехали сразу же оттуда? Он же туда их на день раньше припер. Люди в окнах ждут помощи, но пожарных все нет. Денис постепенно начинает сползать по подоконнику.
А в это время в соседнем корпусе девушка по имени Алия спускается по лестнице с 12-го этажа с маленькой дочкой и котом. Люди выходят на улицу, опасаясь, что пожар перекинется на их корпус. Алия не видела, как Денис сидел на подоконнике, и того, что произошло дальше. Но удивительным образом получится, что Алия позже станет для Дениса самым важным человеком в жизни, хотя до пожара они не были даже знакомы. Вот корпус, в котором жил Денис, у меня окна выходят на него. Я подошла к окну, и там из одного окна шел очень большое пламя. Но потом случился второй взрыв, и, честно, я уже не помню, как было дальше, потому что я схватила ребенка, схватила кота, и мы живем на 12 этаже. Лифты перестали работать, и пока мы спускались по лестничному пролету, были взрывы. Пожарные приехали довольно быстро, прошло меньше 10 минут. Пришлось потратить еще время, чтобы попасть на территорию ЖК. Вот пожарная машина стоит перед закрытыми воротами. В общем, они не могли проехать во двор, потому что у нас ворота наши, где для проезда скорых и проезда пожарных машин, они закрыты на обычный амбарный замок. Охраны в этот момент на улице не было, ее и не было, в принципе, всю ночь. Соответственно, замок надо открыть ключами, и так как его не могли открыть, пожарные начали этот замок выламывать вместе с ребятами, которые живут у нас во дворе, и они действительно все физически ломали эти ворота. А еще вы говорите, проезд был запружен машинами, которые встали... Ну да, у нас вдоль дома стоят машины, то есть какие-то припаркованы, в принципе, в положенном месте. И так как это ночь, машины были все, в принципе, возле дома, я видела, что в домовом чате люди писали: убирайте машины, убирайте машины. Ну и все кинулись сразу убирать машины. Просто этот пожар, в принципе, не все даже видели и все знали, потому что некоторые люди, у нас комплекс большой, и они спали где-то далеко-далеко, и, возможно, и машины даже не убрали они. Я точно не могу сказать. Ну, я просто не с целью там кого-то обвинить спрашиваю, а просто чтобы разобраться, что помешало пожарным подъехать и снять Дениса. В общем-то, все, и я начинаю спускаться, я повис на руке, повисел сколько мог, потом и силы заканчивались уже все, и сознание, и, в общем-то, все, я как бы без мыслей там, что все, я умираю, или таких мыслей вообще не было. Ты не об этом думаешь в такие моменты. Ну, как бы все. А о чем? Ни о чем. Все, ничего. Там уже горячо было сидеть, и повалил дыма, очень много дыма, именно сзади меня, получается, из квартиры на улицу, туда вот, где я дышал, и уже там даже невозможно было находиться. Мама! Господи, человек выпрыгнул. И у тебя есть ощущение, что ты не столько упал, сколько сорвался из-за отравления? Сложно сказать. Наверное, в какой-то момент я помню, что, я руку отпускаю, вот, у меня сил не было. Я помню, я руку отпускаю, вот, и все. Люди бегут с матрасом, но не успевают. А под окном несколько человек уже растянули и крепко держат одеяло. Денис летит, и они пытаются его поймать. Вопрос. Слушай, я все никак не могу уловить для себя, поймали тебя ребята или нет. Поймали частично или совсем не поймали. Или ты вот просто упал, а потом тебя положили. Что известно про это? Вот по видео непонятно. Насколько мне известно, не успели. Вот прям вот в полноценном смысле поймать-то не получилось. Как говорил один из спасающих, удалось как бы подкинуть одеяло под меня там. На самом деле я потом узнал для себя, что
поймать в одеяло с 5-го этажа прыгающего мужчину под 100 кг. Это невозможно, в принципе, потому что у пожарных, у спасателей специальное полотно, его используют, когда высота не больше 8 метров, и оно с ручками, и его держат 16 человек. Поэтому шансов, что тебя поймают еще в таких условиях. Плюс там взрывы, все падало оттуда. Ну, ребята, конечно, рисковали вообще вот просто своей жизнью, я думаю. Вот парни несут Дениса на одеяле. Они буквально бегут к скорой. А это вот пожарная машина, наконец, въезжает во двор. Через пару минут после того, как Денис решился на отчаянную попытку спасти свою жизнь. Единственное после этого вспышка – это то, что я в реанимобиле, и у меня пытаются спросить фамилию. Я там что-то прокряхтел, это неправильно назвал, естественно, и все, в общем-то. После того, как я отпустил руку, это единственное вот мое воспоминание. То есть я не помню, как меня несли в скорую, там вот вообще ничего. Сегодня жителей севера Москвы разбудил масштабный пожар, начавшийся в одной из многоэтажек нового ЖК. Пострадали люди, в том числе ребенок. Сообщается об одном погибшем. Это мужчина, в чьей квартире как раз и случилось ЧП. Людям из соседних квартир пришлось выбираться на карнизы. Такой риск был единственным шансом выжить. Мужик один там на 4-м этаже, ну на 5-м точнее, там сидел мужик, не знал, что делал, он прям на карнизе висел. Вот. Потом его уже мужики на полотно, получается, поймали и его погрузили в скорую помощь. И тут, казалось бы, конец истории. Мы видим Дениса после такого отчаянного решения. Вот он живой и вроде бы вполне здоровый. И спокойно рассказывает о том, что пережил. На самом деле, после пожара с Денисом, или точнее, вокруг Дениса происходили удивительные события. И меня они поразили ничуть не меньше, а в каком-то смысле даже больше, чем само происшествие. Для меня то, что случилось потом, продолжение истории, это такое же чудо, как то, что Денис выжил после падения с 5-го этажа. Денис в реанимации, он без сознания. В тот момент никто вообще не знал, как зовут этого человека, сколько ему лет, кто он вообще такой. Когда ты вот пришел в себя, что это было, где? Я приходил в себя, это, знаете, это не так, как ты взял и по щелчку пальцев, вот пришел в себя, все, ты в сознании. Я был в какой-то вот в коме. В коме я был как бы неделю. В карте пациента там было написано «неопознанный», вот прямо они написали «неопознанный». Прыгнул с 5-го этажа, на вид 30 лет, привезли с такого-то адреса, и вот с какого этажа он прыгал. Это вот было первое, что было у него записано в карте пациента. Получается, на следующий день мне уже соседки начали скидывать видео, в принципе, хронологию вообще всех этих событий, потому что снимали с разных сторон. И вот от них я узнала то, что прыгал молодой человек. Вообще думаю, что это мужчина. Все говорили мужчина. То есть какой-то, возрастной сначала все думали. И ребята, которые Дениса доносили до реанимобиля, они узнали, куда его везут, и им сказали сразу, в Боткинскую больницу его повезли. Все начали узнавать, кто это, что это, потому что Денис как бы снимал квартиру, и информации там о нем было, не было. Я так понимаю, связались с хозяевами квартир, и хозяева квартир уже сказали фамилию, имя, отчество Дениса. И у меня есть знакомые в медицине. Я позвонила ребятам, кто как-то может быть связан с Боткинской больницей. Я не то чтобы не верю в доброту людей, я, конечно, верю. Я даже часто вам рассказываю про всякие удивительные дела, которые совершают или наши герои, или наши зрители. Но эта история, она какая-то особенная. Почему такое количество людей заинтересовала судьба совершенно незнакомого им парня? Обычно как люди поступают? Сняли на телефон происшествие, выложили в сеть, собрали реакции и забыли, пошли дальше. А тут такой резонанс. И дальше будет еще интереснее, поверьте. Давайте я вас, Алия, уже порасспрашиваю. Среднестатистический человек, в доме которого случается пожар, не в его корпусе, а в соседнем, там какой-то парнишка выпадает из окна, его везут в больницу. Во-первых, зачем вы узнавали подробности в Боткинской? Зачем я узнавала? Это, наверное, было просто
как и у всех, хотелось человеку помочь, потому что я не одна такая была, нас было много. Я сейчас объясню свои вопросы. Ну, смотрите, вот, ну, там, допустим, живет сколько-то, 500 или там 700 или 1000, я не знаю точно. Ну, предположим, живет там 1000 или 2000 человек. 2000 человек узнают, что парнишка там выпрыгнул из окна и где-то там лежит. Ну, давайте предположим с вами, что 2000 человек позвонят в Боткинскую больницу и спросят, у них, предположим, есть знакомые, спросят, как у него дела, что там у него записано в медкарте. Не будут же они это делать-то, вообще-то говоря. На самом деле они звонили все. Они звонили, но просто зав. Отделения уже начал ругаться, что мы не имеем права вам давать вообще какую-то информацию. Типа не звоните сюда. Звонили очень много людей, узнавали. Ну и мы пытались узнать о его состоянии также через людей, которые работают в Боткинской больнице. Мне вот мой коллега сказал, что крайне тяжелое состояние. Но он говорит, ну дай бог выживет, потому что сердце молодое, должно справиться. Вот эту я фразу помню. Алия сама родом из Омска. В Москве она живет уже 5 лет. Она медик. И поэтому пыталась узнать хоть какую-то информацию через знакомых, через коллег. И не просто по телефону. Она сама ездила в Боткинскую больницу. К Денису, совершенно чужого человека, конечно же, не пустили. Но сказали, что состояние стабильное. Дальше через хозяина квартиры следователи узнали, что неопознанного зовут Денис Ануркин. Получается, после этого находятся другие люди, подключаются, потому что был такой резонанс. Все репортеры всех каналов приезжали, все YouTube-блогеры, все телеграм-каналы, федеральные каналы, все начали об этом говорить. Мы создали с девочками из дома чат вот в поддержку именно Дениса. Уже начал в сознание приходить в какой-то уже там в реанимации. Я даже вот достоверно не могу сказать, какие воспоминания это фантазии мозга, а какие это была реальность. Мне поставили трахеостому, и, в общем-то, дышать мне было тяжело, вот это я точно помню. И даже вот там в коме, вот, либо в этих вот сновидениях, я ругался прямо вот с врачами, там угрожал как мог, вот, лишь бы мне сняли. Но это все смешивалось вот с этими галлюцинациями. Так, а когда ты, условно, вернулся в обычном смысле? В обычном смысле я начал приходить в себя в последней реанимации, там 5 было реанимаций, и в последнем как раз-таки я начал уже вот приходить в себя, начал возвращаться в сознание. Ну, опять же, такое оно было, знаете, как у ребенка. Дайте попить мне, дайте папе позвонить. Как бы такое, я не знал, что произошло. Чем это для тебя закончилось? Смотри, понятно, что чудесным образом позвоночник у тебя не сломан, и чудесным образом голова у тебя в полном порядке, ты жив. Что же ты сломал? Ой, опорно-двигательный аппарат, так называемый, это руки, ноги, голова тяжелая, открытая, по-моему, черепно-мозговая травма, ушиб мозга сильный, там был главный риск, боялись, что там вот начнется с головой проблема, там, гематома, по-моему. Дальше Денис еще долго перечислял травмы, но я вам просто скажу, что выражение «на человеке не осталось живого места» это прям вот в данном случае очень подходит, как и фраза «чудо, что он вообще выжил». Есть фотографии и видео того времени с тяжелыми травмами и последствиями, когда Денис выглядел совсем не так, как сейчас. Но мы такое не можем показывать по правилам Ютуба. Как мы создали вот этот телеграм-канал, начали все подписываться, на меня вышли вот его друзья, вот по каким-то, наверное, статьям в интернете. И, соответственно, все начали подключаться в этот канал. А задача этого телеграм-канала была... Мы собирали Денису деньги. Нужно было как-то помочь семье Дениса с финансами, чтобы они смогли там приехать в Москву и какое-то время находиться в Москве. Пока врачи делали все, чтобы вернуть Дениса к жизни, следователи выясняли причину пожара. Было очевидно, что эпицентр находился в квартире Романа Карташова. Вот как все выглядело после пожара. Полная разруха. Стену между квартирами буквально разнесло. Оказалось, что сюда Роман принес целых 20 баллонов. Из них 14 взорвалось. Несколько вылетело в окна и разнесло округу. Чудо, что не было пострадавших. Может, потому что все случилось в 3 утра и улицы были пустыми.
Что касается соседей Карташова, то кроме Дениса, других жильцов пожарные благополучно эвакуировали. Никто из них серьезно не пострадал. При разборе завалов в эпицентре пожара нашли тело Романа Карташова. Он выполнил свое жуткое обещание про билет в один конец. Денис – самый старший сын в семье. После него еще 3 брата и сестренка. Младшие ходят в школу. Мама работает юристом, а папа на птицефабрике. Обычная семья с обычным достатком по меркам села в Тамбовской области. Приехали, получается, родные Дениса, брат и папа. Они поехали в первую очередь к Денису, и перед отъездом я увиделась с ними лично. Собрали им деньги на билеты, я правильно понимаю? Сначала, да, собрали деньги на билеты, на какие-то вещи для лежачих пациентов. Это, может, какие-то там пеленки, все в этом роде. А вы Дениса еще не видели к этому моменту? Нет, не видела. Единственное, мне папа просто показал фотографию в реанимации, когда он лежал, и все. Ага. Так, что было дальше? Дальше, в общем, они его опознали. Они опознали, они официально стали, родственниками его, что врачи начали давать им информацию, какое-то состояние. А как вы считали, до какого момента будет длиться ваша поддержка? Я не знаю, я просто смотрела по ситуации. Просто как я размышляла, что Денис один в городе, родители город не знают. И, соответственно, должен быть человек, который будет, хоть как-то, это все организовывать. И я была такая не одна, были парни, которые встретили, родителей Дениса, они там, какие-то дела, нужно было их там сопроводить. Они, кто за рулем, они ездили, помогали именно в этом. У нас на самом деле было много людей. Просто я стала таким одним эпицентром, так скажем, этих событий, и как-то через меня они все это делали. Потом Денис, когда пришел в сознание, когда он мог уже разговаривать, врачи сказали, что он может есть мягкую пищу, детские фруктовые пюре. Ребята тоже привозили, передавали ему эти детские пюре. Мне кажется, Дениса уже с того момента тошнит от этих пюре, потому что он их не доел в итоге. Он с ними выписался. Очевидно, что в твоей жизни сейчас большую роль сыграли или играют неизвестные тебе доселе люди под названием соседи. Расскажи, пожалуйста, про это. Это выглядит очень необычным для 21 века Москвы, жилищного комплекса, и так дальше. В общем, это очень необычно. Я еще удивился, когда очнулся в реанимации, и когда ко мне еще туда родители приезжали, мне сказали, что там есть группы собрались, поддержки, там следят за тобой, что-то. Я тут уже удивился, Получается, соседи, начиная с того, что меня там под окнами ловили, рискуя собой во всех смыслах, и заканчивая тем, что до сих пор мне соседи оплачивают жилье, какие-то поездки к врачам, и поддерживают меня, следят за мной активно, пишут. Очень много людей, и я очень удивлен, на самом деле, я поражен. Так, хорошо. Что же было дальше? Ты, условно, к тебе вернулось полноценное сознание. И как долго ты лежал в больницах, и когда тебя выписали? Да, это была целая история. Я, на самом деле, не хотел уезжать, потому что в целом в больнице, в реанимации чувствовал себя в безопасности, а дома даже мы не знали, куда ехать. Во-первых, некуда ехать. Во-вторых, я в таком состоянии, у меня тут рука зафиксирована, левая тоже вся зафиксирована, правая в аппарате, она не сгибается, я не вставал, не сидел даже. На тот момент вообще ничего не знали, просто как действовать. Получается, 1,5 месяца я там всего пробыл, где-то к середине ноября меня выписали. Родные Дениса, они приехали в день выписки, и возвращать его было некуда, потому что квартира была съемная, квартира сгорела, и вещи, и все сгорело у него. А мы нашли посуточную квартиру сначала. Потом начались долгие и сложные поиски квартиры на длительный срок. Никто не хотел сдавать жилье человеку в коляске. Наконец, Алие удалось уговорить одного владельца, и, что важно, квартира находилась недалеко от ЖК Селигер-Сити.
А вы говорили еще, Алия, что искали квартиру недалеко от ЖК, чтобы вы могли ездить его перевязывать плюс-минус каждый день. Его надо было перевязывать каждый день, чуть ли не 2 раза в день. Тем более перевязок там надо было много. Там не просто какую-то ранку, да, обмотать, а там спицы, там аппарат Елизарова. Там вот одна перевязка, наверное, 1–1,5 занимала. Очень много расходов в плане бинтов, в плане там растворов каких-то. Ну и один вызов тогда стоил, по-моему, 5 или 6 или даже 7 тысяч рублей. А это нужно делать каждый день. Вот. Ну и, соответственно, я предложила, ну давайте я буду приходить это делать. Он не доверял сначала никому. В плане там вот перевязок. Я ему говорила, да здесь ничего сложного нет. Он, нет, я буду вызывать вот этих вот службу вот эту. А потом, когда мы поняли, сколько это денег уходит, он мне отдался. Он мне отдался, и мы начали делать ему вот эти вот перевязки. Так, и вы его перевязывали? Да. Я его и перевязывала, я его и мыла, да. И все, что можно было делать. И голову мы ему мыли. Каждый день? Перевязывать, да, перевязывать нужно было каждый день. А у вас дочь уже, ну, как бы подрощенная? Да, да. Она сама может дома оставаться? Не то, что вы бросили маленькую. Она может, но у меня мама живет рядом с нами. Моя мама живет, и поэтому это как бы не вопрос. Типа с кем ребенком оставить или кому с ребенком заниматься, это вообще не вопрос. Так, ладно, перевязывали, мыли. А Денис не удивлялся? Ну, удивлялся, но у него выхода, мне кажется, не было. И мы, по-моему, месяца 2 делали эти перевязки. И потом я ему говорила, давай там типа папу научу, там бабушку научу. Он говорил, нет, вот не хочу. И, то есть доверия у него, наверное, ко мне было больше. В плане вот медицины, если говорить. Близкие Дениса тоже всегда были рядом. Родители менялись, то мама приедет, то папа. Они работали, но и младших детей без присмотра тоже не могли оставить. Чаще всего рядом была бабушка. Это бабушка моя. Бабушка моя любимая, родимая, которая со мной уже который месяц. Вторая мама, можно сказать. Любимый человек. Вдвоем боремся, так сказать. Да я уже живу с мая месяца, 5-й месяц пошел. Все помогаю, все как есть. И готовлю, и в обед, и ужин, и завтрак, и по магазину хожу. И купал, все, и зубы чистили, и как бы я сам не мог. И занимались упражнениями. Получается, приехали, там все бросили, да? Ну да, там у меня еще 2 маленьких внука. Тоже с ними. В школу их водила, и в садик, и из школы, и из садика занимаюсь с ними. Как это было? Как семья среагировала на вот то, что с тобой случилось, и как там, что происходит сейчас? Все в шоке, естественно, там на слезах постоянно. Моральное состояние вообще молчу, ну, не представляю, как это можно пережить. Со мной были рядом, как бы все делали, что нужно, что в силах было. А что вообще папа сказал? Я так понимаю, что он для тебя очень значимый человек. Что он сказал вообще? Ну, что, сын, ну, случилось, вот, надо пережить, идти дальше, жить. А что поделаешь, что изменишь? Уже назад не вернешь ничего. Вот, поддерживал, ну, всегда папа меня. Я тут и ходить с ним начинал, ну, по-настоящему. Поддерживал по-настоящему, по-отцовски, вот, как настоящий отец. Все, с ним он моя опора, он моя безопасность. Я даже не хотел, чтобы он уезжал, потому что мне же страшно было первое время вообще находиться там в квартире, там, одному тем более оставаться, спать ночами. Очень страшно было. Ну, с отцом ты безопасно себя чувствуешь в любом случае, как за каменной стеной. Что случится, тут отец тебя спасет, отец поможет. А вот эти страхи, особенно ночь, страх повторения. Да, до сих пор, конечно. Не скажу, что я прям мучаюсь, у меня какие-то атаки. Нет, но ты всегда спишь и знаешь, что может что-то произойти. Ты всегда готов. И, естественно, каждую ночь ты засыпаешь и вспоминаешь. Вот это все у тебя, ну, так или иначе, какие-то воспоминания в голове происходят. От этого, мне кажется, никуда не деться. И ты не чувствуешь себя дома в безопасности, на самом деле, после такого.
Безопасность – это то, о чем говорил весь ЖК сразу после пожара. В местных чатах обсуждали, что не слышали оповещения и пожарной сигнализации. А когда узнали про 20 баллонов, которые Роман спокойно занес в квартиру, то были просто в шоке, как такое возможно в охраняемом комплексе. Последний раз я был в ЖК, когда только все случилось. Вот. После этого я мимо проезжал только пару раз, и все. Сейчас первый раз. А именно внутри, так близко, вот на все смотрю. Как тебе внутри? Ничего не изменилось, в принципе, по большому счету. Ну, тебе тут как находиться? Как находиться вместе, да, где твоя жизнь сломалась. Как, не знаю, двоякие ощущения. С одной стороны, есть чувство, что вот я не съезжал отсюда, до сих пор здесь живу, и сейчас вот поднимусь там в квартиру к себе. Так, вот место, собственно, происшествия, где все произошло. Вот окно, 5-й этаж, 3-е окно. Там, получается, я сидел, оттуда падал. Следующее окно — это моя комната. Как бы и следующее — это уже там его квартира. Оттуда полыхало прям вот пламенем. Денис, а ты прокручивал, ситуацию ту, что была? Что-то вдруг можно было сделать другое. Не висеть на окне. Что ты придумал? Конечно, думал, да, прокручивал все варианты. Просто уже логически пришел к тому, что других вариантов не было. Я задыхаюсь, все. Мне и так уже отравление было зафиксировано угарным газом. Я уже отравился, уже все. Никаких больше вариантов нету. И кажется, что это самый лучший вариант, вот единственный, который мог что-то изменить, сделать так, как я сделал. Потому что, если бы я в комнате где-то там спрятался, потом взрыв произошел, там стену снесло, там все в обломках, вся квартира вообще просто. Остаться там, это все, не вариант вообще никакой. Задохнуться и умереть, все. Либо тебя завалит, скорее задохнуться, это быстрее бы произошло. Просто я бы задохнулся, а остальное бы не почувствовал. А вот этот вот Роман, который устроил этот взрыв, ты сейчас про него что-то знаешь? Нет. Вообще тебе его фигура интересна, вот человек, из-за которого все в твоей жизни вот так случилось? Что о нем я могу сказать? Человеком его, конечно, назвать сложно. Что в нем интересного, в его судьбе, я не знаю. Я думаю, он просто больной психический человек, и все. Я не думаю, что у него какие-то философские мотивы были так вот именно поступить. Он готовился к этому все заранее. То есть тебя не стало, там все поплакали и забыли, да, все. А здесь преднамеренно было именно, чтобы испортить имущество и чтобы испортить жизнь своей бывшей жене, потому что, юридически это сейчас вот все переложилось на нее. В смысле наследства? Да, если человек вступает в наследство, насколько я знаю, то она принимает на себя вот эти все обязательства. Сразу после происшествия возбудили уголовное дело, и Денис был признан потерпевшим. Но потом, когда выяснилось, что виновник сгорел в пожаре, дело закрыли. А как поживал к этому моменту? Понятно, вы стали его медсестрой в большой степени. Потому что вы не только хороший человек, но еще и медик. Что в этот момент делал чат поддержки? Смотрите, у нас на самом деле каждый приносил
свой ресурс, то есть девчонки, например, готовили кушать. Ну, Денис оставался в основном с папой часто, и, соответственно, это мужчина, он как бы готовить не может и не умеет. Девчонки вот прям передавали через меня готовую еду, заморозки какие-то передавали. А ребята как бы предлагали свою там физическую помощь какую-то. Ну и по финансам очень много людей собирали финансы почти каждый месяц. А деньги собирали соседи? Да, собирали в основном соседи. У нас достаточно платежеспособные соседи, и я думаю, что такой фактор еще вот это сыграло, что люди имели финансы, чтобы помогать. Мне соседка посоветовала, говорит, давай создадим чат финансовый. Мы создали этот закрытый чат, в него у нас вступило порядка 80 или 90 человек, и вот у нас суть такого чата, что мы собираем Денису каждый месяц, каждый должен сдавать по 1000 рублей. Кто-то 2000 переводит, кто-то 3000 переводит, кто-то 5, кто-то 10 может. То есть мы не ограничиваемся, но единственное условие в этом чате, да, если ты здесь находишься, ты сдаешь вот эту 1000 рублей. Тратили деньги на аренду квартиры, на поездки в специальном транспорте к врачам, на разные процедуры, на анализы, диагностику, на лекарства. В общем, сами понимаете, вернуть к жизни полностью переломанного человека – это очень затратно. Опять костыли поставил вперед. Чуть-чуть пошире. Ага. Правой ногой шагнул. Левую к ней приставь. Далеко. Прям к ней старайся. Спину выпрямь. О. Еще раз костыли. Правая. Надо брать. Опа. Хорошо. Вперед сильно не лети. Опять костыли. Правая. Левая. Опа. В костыли упираешься? Угу. Хорошо. Налево поворачиваемся. С левой ноги начинаем. С левой. Наступаем налево. Сперва правый костыль вперед, левый чуть назад. Ну, а вы понимаете, да, что это немного необычно? Необычно что именно? Случилось, можно смело назвать это катастрофой, с одним из множества людей, живущим в одном жилом комплексе. И так, чтобы все сплотились и помогали, причем так долго, это необычно. Ну да. Почему? Как вы думаете? Вы знаете, наверное, когда такие ситуации происходят, это где-то далеко. А когда ты вживую вот это все увидел, то есть ты был в самом эпицентре вот этих событий, это, конечно, все откликается, я все-таки считаю. Ну и плюс у нас, в основном это молодежь. У нас вот молодежь. У нас немножко, знаете, мы, наверное, отличаемся от взрослых людей тем, что мы действуем быстро. То есть мы все мобильные, мы все работящие, и, наверное, вот это тоже. Ну и, соответственно, то, что у нас хорошие люди живут. Это тоже играет большую роль. Мне кажется, это просто такая высокая степень эмпатии, скорее всего. Ну, это все, знаете, на бессознательном уровне происходит. Не так, что ты сидишь об этом, думаешь. Нет, я думаю, что вот сама вот эмпатия, она включается просто на автомате у таких людей. А как ты думаешь, Денис, зачем они все это делают? Просто некие соседи, которые просто в этом доме рядом с тобой жили. А, возможно, тебя и не знали до этого момента, скорее всего. Да. Зачем они это все делают? Думаю, что неравнодушные. И получается так, что весь ЖК отдувается за одного человека. Такие люди вот хорошие, отзывчивые. Так вот получилось. Ждет перевозку лежачих пациентов. Поняли? Вот так вот. Живем. А вам зачем это все надо? Ну, это... Кто-то говорил вам, что это странно? Ну да, мне вначале там писали, типа, вы преследуете свои корыстные цели. А какие? Забрать часть денег Дениса? Наверное, причем деньги-то не мне переводили. Деньги переводились просто папе и Никите. Но потом, когда Денис стал быть на связи, и открыли сбор на его карту. Вам говорили, что вы преследуете меркантильные цели, хотите часть денег Дениса. А еще что говорили? Ну, в общем, когда я делала пересылку по вот этим чатам, говорили, ты задолбал. Вообще, что ты тут с этой темой пришла? Такое вот тоже говорили. Что еще говорили? Я, например, когда выставляла что-то типа вот там, это надо сделать, мне говорили, тот, кто хочет помочь, он помогает молча. Ну, типа, зачем ты тут вообще об этом начинаешь, там, типа, тему поднимать? А как об этом освещать, если не говорить? Вот если как не включать внимание людей? Ну, в общем, вот такое тоже было. А вам зачем это все-таки?
как сказать, это просто вот как-то началось так, тоже не запланированно, и уже просто столько времени прошло, и мы с Денисом уже стали как родственники друг другу. И вот просто как родственники, да, вот идем, поддерживаем друг друга. Ну да, он мне как брат уже какой-то стал, я не знаю. Вот как будто человек, которого я знала всю жизнь. Конкретно Алия уже год рядом с тобой. Насколько ты оцениваешь ее роль? Ну, это важнейший человек в моей жизни. Ну, она меня спасала. Вот, если бы тоже не она, я не знаю, очень было бы тяжело. Она очень важное место занимает в моей жизни, да. А ей зачем? Это как ты думаешь? Ну, вот когда ты на благотворительность жертвуешь, там, ты же не задаешься вопросом, а зачем мне это нужно? Ну, чтобы помочь. Ты хочешь так. У тебя такая душа, такой ты человек. Тебе не все равно. Тебе не все равно чужое горе. А много народу продолжало оставаться в этой группе поддержки? А знаете, пока в ближайшие, наверное, 4-5 месяцев после случившегося активность была хорошая. Сейчас я наблюдаю такую картину, что фокус у людей падает на ситуацию. И Денис, он вышел на связь, он начал общаться вот со своими, там, скажем, подписчиками, вот с этой аудиторией. И, если честно, вот так вот, если Дениса послушать, как он эту информацию доносит, мне кажется, людям кажется, что все хорошо. Ну, типа, вот человек начал ходить, как-никак там начал ходить. Сидит, общается по телефону и общается. Ну, мне кажется, люди, которые это все вживую не увидят, им, наверное, начало казаться, что все нормально, все позади. На самом деле это не так, и по сей день не так. Вот так вот ложусь, лежу, растягиваю. Растягиваю, то есть гантелька дает вес, и рука под весом растягивается, выпрямляется. Да, и до сих пор у меня с собой вот эта подушечка, которую Алия давала, она со мной вот все прожила. От больницы, от реанимации. Я ездил там в коляске, руку ложил. В общем-то, в больнице лежал, под голову ложил. Когда занимаюсь, я под нее кладу руку, там разрабатываю. В общем-то, она со мной... Атрибут моей жизни такой вот. Она везде вот нужна вот мне. До сих пор, уже как год, вот везде, она всегда везде со мной, вот просто везде. Я сплю с ней вот просто, я сплю, там руку положу. Вот. Такой факт забавный. Да. В каком сейчас ты состоянии? Ты же ходишь? Да, сейчас вот в данный момент я хожу без костылей. Ну, как начинаю ходить, ступеньки, постоянно подъемы, неровный рельеф, ноги устают, мышцы все слабые там. Ну, как бы вот по квартире ходить могу, к тому же у меня укорочение ноги сейчас на данный момент там 4,5 сантиметра. Я как бы компенсирую максимально как могу обувью, но там, хромаешь как бы на одну сторону. Денис сейчас пытается работать. Но профессия айтишника – это постоянно сидишь перед компьютером, нагрузка на глаза, и рука все время на мышке и в напряжении. И пока долго и полноценно работать не получается. Тут тоже на левой руке вот нерв поврежден, одна из операций должна быть. Вот у меня пальцы не сводятся, получается, вместе. И мизинец я его не чувствую, во-первых. Во-вторых, он работает вот так вот как бы. Либо вот так вот согнутый, либо прямой. Все. Кстати, расскажи, какая у тебя перспектива медицинская? Так-то, знаешь, вот со стороны для человека, который не посвящен, выглядишь ты вполне обычно. Мне предстоит порядка 10 операций различной сложности. На руки, на ноги, на голову, там, на глазницу. После них, естественно, реабилитация, гипс, костыли. Да, большой еще путь, но как бы врачи там прогнозов уж таких прям не дают и никогда не давали на самом деле. Никаких как бы, будет и будет. Единственное, вот мне реабилитолог, вот мой, и то в последний раз, вот, когда я был у него, он сказал, что прогноз благоприятный. Слушай, знаешь, хочу спросить, а как ты вообще у себя в голове уложил случившееся? Как бы, что ты обо всем об этом думаешь? Да знаете, я уже стал это воспринимать как какую-то работу. Вот. У меня есть цель, да, я к ней иду, там, чтобы сделать все в лучшем виде, найти лучших врачей, лучших реабилитологов. Я вот там отслеживаю какие-то там
метрики, там, насколько у меня рука сгибается, насколько нога сгибается. Такой вот подход у меня к этому. Слушай, еще один момент. Юридический. Получил ли ты на сегодня через год какие-то компенсации? Нет. Потому что я почему спрашиваю? Потому что я предполагаю, что, конечно, основные медицинские там, манипуляции, операции, они скорее, ну, то есть они бесплатные. То есть это все из компенсации оплачивается или компенсация нет? Никакой компенсации нет, я не получал на текущий момент, и вообще разговоров там от кого-то не было. Я не признан пострадавшим никаким. Я знаю, что заведено было дело, когда это все случилось, и как бы закрыто, скорее всего, либо приостановлено, либо отложено. Со мной как бы никто не связывался. Единственное, вот как бы получилось у мамы дописаться до Бастрыкина, и как бы поручено было это дело возобновить, там доложиться. И вот буквально на днях там следователи приглашают уже на допрос. Как вы себя видите, когда вы сдадите вахту? В какой момент? Так а я ее давно сдала, мне кажется. Просто Денис, он вообще, в принципе, может все уже сам. А единственное, я занимаюсь вот этим вот всем, чтобы, ну, внимание, вот ситуация на Дениса, она не угасала. Чтобы люди помнили и люди помогали. Я хочу сказать большое-большое спасибо людям, всем-всем, кто нам оказал помощь, помогали и деньгами, и в церковь ходили, и молились, и записочки подавали. Кто чем мог, те люди помогали. Большое-большое им спасибо. Вот я поражен, вот насколько люди сплотились. Просто удивительно, в моей голове не умещается такая концепция, что вот в такой беде не бросили. Я обязан вот своим восстановлением, обязан соседям, людям. Все, что было, это все за их счет, с их помощью спасают меня. Вот. Мне сложно вот даже представить, что было бы, если бы там, не люди вот эти вот все.